Всем привет! Предыдущее видео про органайзеры, которые мы выбрасываем, получило невероятный отклик. Спасибо вам за ваши комментарии и за идеи, которые вы мне присылаете, потому что именно благодаря вам я сняла вторую и, надеюсь, не последнюю серию. Поехали! Коробки от конфет. Они могут пригодиться, когда нужно заморозить полуфабрикаты, разложив их предварительно на расстоянии, чтобы они не склеивались. Стелим пищевую пленку или сразу же пакет, в который потом можно будет сложить заморозку, и укладываем в таком порядке. Сначала кладем дощечку или подложку из коробки, потом крышку и наверх дно. Оно немного меньше крышки, поэтому не провалится. Таким образом можно более компактно и более ровно все раскладывать в несколько этажей. Место в камере останется, а полуфабрикаты не слипнутся. Баночки из-под детского питания прекрасно подойдут для хранения приправ. Особенно удобно их использовать в выдвижном ящике. Получается очень наглядно. Чтобы сразу видеть, где какая приправа, нужно подписать на крышке, положить вверх дном или на бок. Если они катаются по ящику, можно сложить их в контейнер. Нужную информацию можно написать на них перманентным маркером или корректором. А если хочется эстетики, то крышки можно покрасить и перевести на скотч красиво напечатанные надписи. О том, как это сделать, можете посмотреть в одном из моих видео. Ссылку на него найдете в описании. Моющие средства с дозаторами гораздо удобнее в использовании. Они всегда остаются на своем месте, экономнее расходуются, а воспользоваться ими намного легче и быстрее. Поэтому рекомендую переставлять дозаторы с использованных бутылок на те, в которых они не предусмотрены. Очень часто они идеально подходят. А если не подходят, то есть смысл перелить. Попробуйте, это очень удобно. И это касается не только геля для душа, для умывания или шампуня. Они и так зачастую продаются с дозаторами. А еще и жидкости для мытья посуды и уборки. Высокие жестяные банки из-под оливкового масла. В них можно хранить рулоны, блендеры и всякие неустойчивые предметы в глубоких выдвижных ящиках, чтобы они располагались более компактно в вертикальном положении. Они как раз подходят по размеру в бутылочницу, и там, мне кажется, для них идеальное место. Главное вырезать верх консервным ножом. Только убедитесь, что у вас такой, который оставляет безопасный край. Если вы используете пищевую соду в быту для уборки, то попробуйте ее пересыпать вот в такую банку из-под соли. Она гораздо удобнее и для хранения, и для использования. Если у вас после пикника или детского праздника остались бумажные тарелки, то их можно положить между сковородками, которые хранятся друг в друге, чтобы не поцарапать покрытие. А лишние стаканчики из картона смогут выручить в ситуации, когда на столе не хватает места для всех тарелок. С помощью стаканчиков можно сделать двухъярусные тарелки и более компактно расставить угощения. Сейчас многие сыпучие продукты продаются в таких пакетах с зип-застежкой. Обратите на них свое внимание. Они пригодятся в маленьких пространствах, где недостаточно места для хранения в баночках и контейнерах. Перед обычными пакетами с зип-застежкой у них есть преимущество. Они могут стоять на полке шкафчика или в холодильнике.
Также они герметично закрываются, и их не так-то просто порвать. А это как раз то, что надо для морозильной камеры. Поэтому их очень удобно использовать для порционной заморозки продуктов. Небольшие картонные упаковки от чая, зубных паст и абсолютно любых товаров – это уже готовые разделители. Нужно только подобрать те, которые подходят по размеру, обрезать их на одинаковой высоте и собрать как пазл в ящике или коробке. Таким образом можно навести порядок в хозяйственных мелочах или проводах. Пластиковые стаканчики из-под сметаны и йогуртов обычно продолжают использовать для хранения каких-то мелочей на дверце холодильника. Но кроме этого их можно использовать нестандартно, например, для хранения хрупких стеклянных елочных игрушек. Для того, чтобы не хранить воздух, их можно разрезать. А маленькие упаковки из-под йогуртов можно использовать для хранения мелочевки в выдвижном ящике. Такие упаковки от ватных палочек подойдут для хранения ниток. Они прозрачные, круглые, как раз по размеру катушек. Вверху остается немного свободного места, и его можно использовать для того, чтобы хранить здесь иголки. Для этого приклеиваем сюда спонжик от пудры или обрезанную кухонную губку. И еще нам пригодится здесь зубная нить. Вернее, только одна деталь от ее упаковки. Вынимаем ее отсюда и приклеиваем к нашей коробочке от ватных палочек. С ее помощью мы сможем легко и быстро отрывать нитку. И еще один лайфхак. Читайте комментарии, потому что там иногда полезных советов бывает еще больше, чем в самом видео. Спасибо еще раз всем, кто делится своим опытом. Ну а кто пропустил предыдущий выпуск на эту тему, может на него попасть, перейдя по конечным заставкам или по ссылке в описании под видео. Спасибо вам за внимание. До встречи!